Друзья, всем привет! Что же, мы выходим, похоже, на финальную такую прямую перед анонсом HyperOS 4. На смартфоны Xiaomi начала выходить полноценная прошивка HyperOS 3 вместе с Android 17. И как вы понимаете, это будет у нас задел на будущее. Что в ней нового, что интересного, да и вообще в принципе стоит ли на нее обращать внимание, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как вы понимаете, установить прошивку сегодня можно только лишь на некоторые аппараты. И тут есть два пути. Первый путь — это китайская прошивка, которая сегодня у нас будет основой для этого видеоролика. И ее поставить вы можете на Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Ultra. Есть и второй путь, это глобальная прошивка для русского индекса, и доступна она только для Xiaomi 15T Pro. Опять же, в комментариях меня можете не спрашивать, почему именно он и почему именно русский индекс, но как бы вот так вот звезды сошлись, и разработчики выпустили эту прошивку. Мы же с вами идем сегодня по первому пути, и это смартфон Xiaomi 17. Я эту прошивку устанавливал, понятное дело, через всякие там танцы с бубном и через разблокировку загрузчика. Также мне встречалась информация, что если вы устанавливаете себе эту прошивку, откатиться с нее нельзя. Это бред чистой воды, вы всегда можете откатиться назад на там глобальную прошивку, на там еще какую-то, если у вас, во-первых, разблокирован загрузчик, ну а если у вас в принципе загрузчик не разблокирован и вы напрямую обновились, ну как бы туда вы откат не сможете сделать. Но опять же там тоже есть свои лазейки, но об этом не в этом видеоролике. Что же теперь касательно Android 17? Эта версия, как вы можете заметить, не 3.3, как это было для глобальной прошивки. И вообще мне непонятна нумерация всего этого добра, но опять же оставим это разработчикам. Нумерация прошивки 3.0.330.13. Конечно же Android 17, и по сравнению с предыдущей версией, которая у нас была, ну типа под управлением 17 ведра, в кои-то веке добавляют ту самую пасхалку Android 17. То есть теперь мы можем с вами четко сказать, что это у нас именно Android 17 даже по той же пасхалке. Тут сейчас надо собрать этот кружочек, и вуаля, та самая пасхалка. И мы с вами четенько понимаем, что это у нас действительно не какой-то там бред, фейк, не правки в билдпропе, ну и так далее. Я же ожидал от этой сборки, знаете, каких-то новых моментов в плане того же Rust и Flutter. Это новый движок, на который компания Xiaomi, как уверяют различные источники, собирается перейти в HyperOS 4. А это означает, что у нас тут появятся новые приложения под управлением Rust. Но каково мое было удивление, что здесь этого нет. И то есть версия рабочего стола, которая вот была вытянута из этой прошивки, она подходит и для как раз глобальной прошивки. Если вы хотите накатить на свое глобальное устройство новую системную оболочку, она здесь, кстати, у нас в версии, если мне память не изменяет, там что-то 7.50, что-то плюс-минус такого. Давайте сейчас попробуем ее найти через поиск. Ага, оно у нас просто так не находится, потому что что? Правильно, чуть-чуть я локализировал себе систему, и теперь, если я попытаюсь найти там, допустим, системная оболочка или же еще что-то, оно мне просто скажет, что вот я не могу этого сделать, поэтому необходимо искать через обыкновенный поиск. И вот, пожалуйста, системная оболочка, что у нас там 7.50, 0.6, ну и так далее. То есть эта версия не Rust, без всяких проблем вы можете поставить на глобалку, но что это также нам показывает? Что компания Xiaomi пока не спешит выкладывать все свои карты перед анонсом HyperOS 4. Почему все гоняются за этим Rust'ом, Flutter'ом, ну и так далее? И вообще, когда весь этот переход произойдет, у нас появится новая фича на рабочем столе, когда мы будем с вами удерживать папку и ее сможем гибко редактировать, как на примере того же ColorOS. Да, тут как бы-то это решение напрашивалось для компании Xiaomi, разработчики решили позаимствовать это у других брендов. По всем же оставшимся настройкам, разделам, ну и прочему, как вы понимаете, это обычная китайская прошивка, в которой есть, понятное дело, и Google сервисы, кто бы там что ни рассказывал, потому что разные люди в комментариях пишут, ну и в принципе там разные авторы свои посты выписывают, что вот китайская прошивка, она никакущая, Google сервисов нету. Ну опять же, чтобы не быть голословным, заходим условно, допустим, в аккаунты и синхронизация, и вот у нас есть раздел Basic Google
Google Services. Да, эта тема до какого-то определенного времени не была доступна в системе, там нужно было накатывать патчи, нужно что-то было доустанавливать, но вот какой-то момент времени был переломным, и вот с того момента как бы-то у нас эти все Google сервисы по умолчанию есть, и вы можете без всяких проблем на китайской прошивке пользоваться и тем же Play Market. Вот, пожалуйста, этот Play Market я вам демонстрирую, да, тут как бы он должен еще пообновляться, ну и так далее, но в целом тема, ну вот, рабочая, пожалуйста, там, условно пропускаем что-то, качать можете без всяких проблем, накатывать, и Gboard, ZTD, Telegram, то есть, ну, без всяких проблем вы можете этим всем воспользоваться. Что же еще хотелось бы отметить по этой прошивке? Стала куда стабильнее работа самой системы. И, кстати говоря, еще и анимации подтянули. И как бы кто ни говорил, что смена цифр ни к чему не приводит, все же смена цифр приводит у нас к тому, что действительно система, ну, куда более становится плавнее. И этого, ну, прям реально не хватает на той же глобальной прошивке. И многие на это, ну, агрятся, переживают, говорят, что вот, компания Xiaomi там не хочет обновлять, не хочет улучшать систему. Стало очень даже приятно пользоваться этим аппаратом, анимации отрабатывают очень даже. Конечно же, я решил поставить этот лаунчер и на Redmi Note 14, посмотреть, как он себе тоже будет чухать. Ну и в целом мне также понравилось. Еще из таких маленьких изменений на рабочем столе могу отметить то, что в этом огромном виджете, который у нас есть как раз на рабочем столе, добавилась еще и погода. Раньше его не было. И, к примеру, сейчас где-нибудь здесь я вам вставлю скриншот того, как это на глобалке выглядит, и то, как это в китайке. Опять же, возможно, из-за того, что я китайской прошивкой не пользуюсь на постоянной основе, для меня это новинка, а в принципе это уже на китайке было давно. Но почему-то вот именно этот стиль виджета мне бросился в глаза. По всем же другим разделам, по всем другим настройкам, там еще прочему, это обычная HyperOS 3.0.300 без каких-либо новых там нововведений. То есть вообще для чего вся эта сборка у нас на сегодняшний день существует? Для того, чтобы в принципе понять и посмотреть, как это все совместимо с HyperOS 3, как вообще в принципе Android 17 себя ведет, ну и там выполнить определенные адаптации, допиливания перед уже, ну, финальным релизом HyperOS 4, который, как заявляется, должен произойти уже совсем скоро. Кроме этого всего, еще в настройках раздела взаимосвязанность поменяли визуальный интерфейс. Теперь в различных разделчиках у нас выглядит все немного иначе, нежели это было ранее. В плане дополнительного функционала, понятное дело, ничего нового не появилось, но хотя бы спасибо и на этом, что визуал поменяли. Ну и что же, если вы себе хотите поставить эту прошивку для ознакомления, вы в целом можете это сделать. Ну, а кто-то, если захочет, может себе ее ставить и на повседнев. И если вам вся эта тема интересна, конечно же, первоочередно я все это добро публикую у себя в телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь, будьте в курсе актуальной инфы, ну и также устанавливайте эту прошивку на свой Xiaomi 17 или же Xiaomi 17 Ультра. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы или я о чем-то забыл упомянуть, пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.